Всем привет! Сегодня будет продолжение серии видео о разных историях на Филиппинах, которые случаются с иностранцами. Вся история будет со слов англичанина по имени Джордж. Он родом из Южного Манчестера. Ему надоело жить у себя, он продал свое жилье, байк и просто хотел покататься по Азии и развеяться. Он был в разных странах, в Малайзии, в Таиланде, во Вьетнаме и в других странах. В 2016 он начал свое путешествие по Филиппинам, познакомился с девушкой, подумал, она та самая, и даже не подозревал, что его ждет на самом деле. На тот момент он не знал, что она ему врет, они вместе не жили, и она просто приходила к нему, и они вместе проводили время. Потом, в конце концов, они съехались, начали жить вместе, и потом он уехал в другой город решать какие-то вопросы. Он оставил свою девушку присматривать за всем, что у него было. Пока его не было, она продала вообще все. Ноутбуки, телефоны, технику, все, что у него было, и даже с банковского счета деньги поснимала. И все это было ради употребления разных веществ. Он вернулся, в общем, узнал, был там очередной скандал, жить ему там стало не на что, нашел какую-то себе подработку электриком и работал. На жизнь с горем пополам ему хватало, но через полгода он попал в аварию на мотобайке, сломал ногу в 3 местах и пришлось ставить пластину. Также лишился части зубов, и он до сих пор не может поставить новые, потому что у него нет денег. В госпитале тогда он провел более 2 месяцев и не смог заплатить по счетам. Его счет за больницу был 1 400 000 песо. Тебе не дадут уйти из больницы, пока ты не заплатишь по счетам. Ситуация развивалась очень плохо, и через пару дней его девушка заплатила за его больничные счета с тех денег, которые она у него забрала, так как он попал в сложную финансовую ситуацию. И ему пришлось жить с ней. Чтобы вы понимали, до всей этой истории и поездки на Филиппины, в активах и на счету у него было около 22 миллионов песо. Это по нынешнему курсу 373 тысячи долларов. Довольно неплохая сумма, на которую можно, в принципе, вообще ничего не покупать, прожить всю жизнь, снимая квартиру дальше, и тебе хватит этих денег за глаза. В общем, они стали жить вместе, он был после больницы, и она его особо не кормила, и он потерял 16 килограмм. Периодически эмоционально она на него давила, физически тоже, там была куча историй даже с поножовщиной, но не будем углубляться в детали, кому будет интересно, я скину потом оригинальное видео. В общем, из всей суммы у нее осталось 400 000 песо, которые она очень быстро потратила на разные вещества вместе с ее семьей. После аварии он не мог ходить несколько месяцев и нагружать ногу. Через время он ушел, спал на улице около 2 недель недалеко от бассейна. Позже он встретил парня, который предложил ему пожить и поработать на ферме. Все было нормально, еда, фрукты, электричество – это уже намного лучше, чем спать на улице. Но позже случился тайфун и уничтожил дома на той земле, где работал этот мужчина. Позже собственники земли решили построить там дом и жить со своими родственниками, так как они все остались без жилья. Поэтому Джордж снова оказался без дома. Сейчас он живет на улице, работу найти не может, так как нет нужных документов. Перенес пневмонию, постоянно серьезно болеет гриппом, если начинаются сильные дожди. Сейчас ему уже 62, и он давно живет на улице и ничего не может сделать, чтобы выбраться из этой ситуации. Приходится мириться с крысами, тараканами, огромным количеством комаров. Иногда он ничего не ест по несколько дней, банально потому, что нет денег. Выживает он только за счет помощи местных и иногда других иностранцев. Много ему помогают филиппинцы, которые сами живут небогато, но тем не менее они дают ему какую-то одежду, дали одеяло, кто-то что-то как-то помогает. Джордж побывал во многих странах, и как он говорит, только здесь тебе могут помочь в трудной ситуации и реально помогают. Как-то он насобирал немного денег, и он начал готовить на улице разную еду, зарабатывать небольшие деньги себе на жизнь. У него когда-то был ресторан, и как-то готовить он умел, относительно неплохо. Особенно школьники часто покупали у него еду, потому что было дешево и вкусно. Он насобирал около 10 000 песо и считал, что еще немного, и жизнь станет еще лучше. И вот так, шаг за шагом, постепенно выбираться из ситуации, где он оказался. Но в любой стране найдутся и плохие люди. Пока он спал, ночью его обокрали, забрали вообще все. Деньги, стол, все, чем он готовил. Теперь он больше не может ничего готовить, нечего продавать, ничего не осталось. Также его еще сильно побили.
Он снова оказался в больнице на неделю, и один знакомый помог ему оплатить счета. Возникает вопрос, почему бы не связаться с посольством, не уехать к себе на родину, но он не хочет, да и ехать некуда. А с сотрудниками посольства он уже общался несколько раз. Ему предлагали помочь, сделать репатриацию, помощь на первое время, но ему 62, и, как он сказал, он будет жить в шелтере с людьми, с разными зависимостями и прочим набором. Вдобавок ко всему, там еще ужасно холодно и сыро. С медициной там будут проблемы, расходы будут очень большие, а так как он не работает и работать он не сможет, там для него выжить становится нереальным. Поэтому в этом плане на Филиппинах хотя бы вечное лето, и можно как-то прожить. Но в Британии нет. Все жилье и имущество он давно продал, друзей и знакомых у него нет, денег нет, ехать ему некуда, некому и не за что. Он пробовал подаваться на работу в колл-центры, но он потерял много документов, включая свидетельство о рождении и другие документы, поэтому он не может там работать. А из-за многочисленных травм после аварии в жизни, и не только на Филиппинах, он не может выполнять физическую работу где-то на стройке, иначе уже давно нашел бы себе какую-то подработку, просто чтобы выживать. Один американец ему помог и оплатил расходы на визу и просрочки по визе. Как живет его бывшая девушка сейчас и что она делает, он не знает и знать особо не хочет. Позже, когда эту историю узнало все больше людей, некоторые предложили свою помощь, дать хоть какую-то небольшую работу, учитывая его физическое состояние и крышу над головой. Позже ему помогли переехать на Негрос, и чем-то он там начал заниматься, и жизнь стала чуточку лучше, чем уже была. Мораль этой истории такова, что не стоит слишком много говорить о своих деньгах, имуществе и всем, что у вас есть. Тогда вероятность встретить женщину, падкую на деньги, как в этой ситуации, уже снизится. Общайтесь, встречайтесь, присматривайте, думайте, можно и жить вместе, но никогда не забывайте думать головой. Большое количество людей сюда приезжает, остаются на пенсии, женятся, все складывается у них хорошо. Но всегда есть и обратная сторона медали, куча обманутых, брошенных без денег иностранцев. Также не нужно забывать, что далеко не все иностранцы порядочные. Буквально за последние пару месяцев было арестовано довольно много блогеров, которые вели себя неподобающе на Филиппинах. Этим забит весь англоязычный YouTube. Если вам интересно, могу сделать стрим и разбор нескольких громких случаев и почему у таких людей появляются проблемы. Также планирую осветить еще несколько подобных событий, которые тут тоже периодически происходят. Поэтому напишите, что еще вам было бы интересно увидеть. Всем пока и скоро увидимся в новом видео.